Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Спасибо. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Тема сегодняшнего расклада, собственно, звучит так. Расклад без вопросов. Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Для начала я сделаю вашу, девочки, сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Девочка, которая всячески ждет новостей, всячески ждет какой-то, как вам сказать, подсказки, да? Тут по компасу ищет выхода из какой-то уже длящейся долгое время какой-то такой ситуации. Тут карта депрессии, состояние какое-то такое нересурсное, назовем это так. Вам бы так хотелось какие-то новости, сообщения получить, да, вам бы хотелось, чтобы в вашей жизни какие-то яркие события, может быть, влетели, да, эти новости, может быть, случились эти какие-то события в вашей жизни, по крайней мере, вот из состояния какого-то, как в коконе, да, вы находитесь, и глазки как закрываются, у кого-то элементарно как недостаток сил, энергии, как будто бы как, не то что там замученная, но в принципе женщина как истощенная уже, может быть, на пределе своих сил, ресурсов. Может быть, много работаете, мало времени уделяете там режиму сна, здоровью своему, девочки. Тут что-то такое у меня. Может, в моменте сейчас такое состояние, когда устали и хотите просто, чтобы вас никто не трогал, закрыться, да, свернуться так, как это, в клубочек и сказать: оставьте меня все в покое, дайте хоть отоспаться. Так. Интересные такие карты. Вы говорите, я вообще никого не трогаю. Почему-то мне так хочется эту карту сейчас прочитать. Карта гармония. Это такое, как будто бы многие знают даже, чего хотят. Вообще для женщины не характерно, да? Ладно, шучу. Вообще жизнь сейчас сама по себе спокойная, уравновешенная. Женщина, которая, я же говорю, как будто бы никого не трогает. У вас свое видение там мира, покоя, счастья. Женщина, для которой вообще вот мир в душе, в сердце очень важно. Также для вас важно в окружении, чтобы была эта же гармония. Для вас ненормально, когда вокруг вас какие-то там склоки, выяснения отношений. Вот там провокации какие-то, манипуляции, когда вот эти вот какие-то, особенно в женских коллективах, когда исключительно женский коллектив, да, или начинаются вот эти какие-то там за спиной, с кем и против кого мы сегодня дружим, вот эти вот какие-то там, не знаю, как это правильно сказать, такая дружба женская часто, она выглядит, смотришь и думаешь, что с такими подругами лучше врагов. Может, и врагов не нужно иметь, да? Зачем враги, если такие подруги? Ну, как-то так вот, как будто бы вы не хотите точно в этом всем участвовать, вот в этом лицедействе точно каком-то. Почему-то мне показана вас женщина, которая где-то от этого настолько уже устала. Вы хотите, может быть... Ну, кто-то хотел бы, конечно, окружение поменять свое, потому что уже идет как будто бы стойкое понимание того, что вот это какое-то окружение вас истощает. Слишком много сил ваших тратится на то, чтобы противостоять каким-то опять вот этим манипуляциям, каким-то двойственным вот этим вот посылам, играм каким-то, какому-то лицемерию. Хотелось бы жить в каком-то мире, вам, мне так кажется, где все четко, ясно и прозрачно. Гармония. Вот это ваш какой-то мир. Вот почему-то так. Ну, так, мне еще идет, ну вот эта вот карта, вы не уверены, не то, что не уверены, это карта как неустойчивого вашего
положение на данный момент. Тут как будто сидите на какой-то жердочке, на ниточке, да, прям какой-то, и вокруг вас какие-то черные вороны, вороны, да, тут барышня сидит с зонтиком. Что она там делает в этом окружении? Почему рядом с ней эти вороны? Ну, смысл такой, что эти вороны, они умеют летать, да? В данном случае они играют по правилам, да, прекрасно понимают, какую игру они играют, и они правила этой игры изучили. Мало того, что они изучили, они могут этим, ну, преимущество имеют над вами. То есть для них, может быть, не так болезненно будет, вообще не болезненно. Сейчас, если какая-то ситуация такая будет, ну, из ряда вон, да, в принципе, показано, что они тут вспорхнут и улетят, а вы можете шандарахнуться вниз, кувыркнуться вниз. То есть ваше какое-то общее состояние, оно неустойчивое. Вам бы так хотелось гармонии, вам бы хотелось покоя, вам бы счастья хотелось. Вообще вас показали женщина, вот мне идет замечательно, женщина, которая всячески ищет вот эту вот свою гармонию и ощущение счастья. Может быть, даже тут не зря вот это вот на жердочке вы сидите, может, вы ждете, подсознательно ищете это ощущение полета, да, где крылышки свои можно расправить. Но тут все равно такой подтекст, что рядом эти черные вороны. Это как все-таки мне идет как не совсем дружелюбное общество вокруг вас. Почему-то мне так идет. Ну, мне кажется, вы тут даже это все понимаете, да. Не зря же у вас такие тут эмоции. Все равно врагу не сдается наш гордый варяг, и руки мы не опускаем, все-таки ждем, не просто ждем новостей, а тут по компасу карты это человек, который ищет выход из какой-то, ну, трудной, какой-то сложившейся ситуации, которая, мягко говоря, неприятна, мягко говоря, не хотелось бы в ней еще там пару месяцев находиться или пару лет. Как будто в поиске. Первая карта по компасу — это история о том, что вы в поиске, может быть, своего пути, выхода из какой-то где-то ситуации, которая может быть длительное время. Вот как вот не зря, что тут карта — это депрессия. Как будто бы и понимаете, что ну точно надо менять что-то, но в то же время, может, не знаете, как это менять. Вот поэтому и новости эти. Так, счастье. Сама женщина по себе в данный момент вот почему-то усталость, да, может быть, и желания нет особо с кем-то там, может быть, общаться даже, да. Но сама по себе веселая, общительная, такая какая-то озорная, где-то он внутри как большой ребенок. Плюс для вас очень важна гармония, мир. Вот такой вот мне идет. Какая вы. Сейчас приходится защищаться. Вместо того, чтобы жить и радоваться, вам приходится еще оборону держать и думать лишний раз, откуда оно прилетит и от кого. И как будто вы понимаете, что вот эти вот не зря вот эти вороны черные тут. И картозели. Уже прекрасно понимаете тоже уже в силу, может, возраста, может, в силу опыта, то, что вам предлагают какое-то окружение или навязывают, это не истинное. Тут вот зелье, это, смотрите, на карте изображен кубок, в котором, по идее, в кубке в таком красивом должно быть вино любви, да? А тут какой-то суррогат, вам какую-то подделку, то есть вам то ли пытаются что-то втюхать, извините, как элементарно навязать, опять-таки, повторяюсь, ну, то ли обмануть вас, то ли проманипулировать вами. Но вы от этого закрываетесь, защита. Вы тут выстраиваете тоже какие-то баррикады, вы к себе уже, может быть, не подпускаете, на вытянутую ручку, рамочки, границы. Прекрасно понимаете, что вас тут пытаются, как это слово, объегорить, да? Где-то подмена понятий какая-то, если вам там красиво рассказывают, поют там о чем-то, или это условия работы, или это взаимоотношений касается, то вы уже смотрите глубже, вы смотрите в корень проблемы и защищаетесь. Может быть, даже уже заранее пытаетесь даже где-то, ну, как вам сказать, уже заранее ожидаете какого-то подвоха, как минимум, да, и не хотите стать какой-то жертвой. Так, почему-то мне так идет. Так, счастье на вас.
У кого-то в прошлом было, ну, понятно, у многих, наверное, общение карта воин, мужчина, который сам разрушил отношения, по крайней мере, прикладывал к этому ну, усилия, да, не созидал, не выстраивал, а как-то разрушил их отношения. При этом карта бездействия. Сейчас с этим мужчиной то ли тишина, да, или только такая звенящая тишина, то ли троеточие, да, непонятно поставлено на паузу отношения. Ну, мне такое, как по звезде, это расстояние, холод. Ну, не обязательно прямо охлаждение. Как будто люди разошлись, и есть время подумать, кто они друг для друга, кем они являются. И тут по карте мост и справедливость. Такое мне как будто бы тоже как шанс осознать, ну, нужны эти отношения с этим мужчиной, не нужны. Нужно на будущее их пытаться восстановить, выстроить. Как будто бы сейчас как пауза какая-то. И по справедливости не зря, что у Фемиды завязаны глазки, да, и она как взвешивает все на весах. Тут если отношения с этим мужчиной, допустим, у кого-то, и выстраивать, то точно это не тот формат прежний, да, который уже там есть ощущение, что не зря у нас там не получилось что-то, или мы разошлись. Там слишком много нужно проработать. Не то, что слишком много, ну, до того, чтобы начать с чистого листа, до того, как бы, чтобы дотянуть и осознать, что было не так. Потому что тут, как мне так почему-то кажется, с двух сторон люди должны работать, да, не просто одна или один. Как-то так, вот просто какой-то подтекст. Если строить отношения, или с чистого листа с этим человеком, или может с кем-то даже другим. Тут как будто бы нужно вот где-то проработать, очистить прежние программки. Просто так сейчас сходиться, это как будто бы даже ничего не решит, не даст. Может быть, то же самое будет. Ну, вот так мне как-то. Так, давайте быстренько. Что же вопрос, да? Расклад без вопроса. Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Тебе необходимо узнать прямо сейчас. Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Угу. Ну, эротическую возьму, чтобы веселее было. Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Итак, что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Чем это? Понятно, что ничего не понятно. Так, вот так, вот так. Боже мой, о чем это? Все так. Так, о чем нужно узнать моей девочки? Пожалуйста, подскажите. Тут как-то все такого много, всякого разного. Так. Это история о каком-то мужчине. Опять мне что-то пытаются показать. Так, тема расклада. Так. Почему-то тут... Ух ты мой, да что ж такое? Ну, почему-то мне на первое место показывают мужчину. Так, мужчину, с которым вы похожи как...
то ли разошлись, но уже время прошло, вот какое-то время, это не прям же вчера было. Мужчина какой-то, который разбил вам сердце. Тут наличие третьего фактора 100%, то ли еще одна женщина, то ли в принципе влияние третьих лиц. Мужчину характеризуют, знаете, как будто бы вы видели одну какую-то, ну, как обложку, да, может, фасад. На самом деле это совершенно другой мужчина, он разный может быть. Опять-таки, мужчина по карте павлин, знаете, такой, цену себе знает, мягко говоря, самовлюбленный, где-то любит показывать, прям кичиться. Ну, все, что у меня есть, все, что я могу себе позволить, вот такой какой-то. Но я всегда повторяю, вспомните павлина, да, у павлина есть это вот фасад, эта сторона роскошная, красивая, вот эти перья распускают. Но если вам когда-нибудь доводилось увидеть, так сказать, с тыла этого павлина, то там, мягко говоря, жалкая картина. Это о том, что этот человек тоже скрывает какие-то там свои секреты, как и мы все, да. Но тут для него очень важно почему-то вот это производить впечатление, быть таким обожаемым, восхищенные взгляды ловить. И от этого он как будто бы эти крылышки все больше и больше распускает. Ну, собственно, что тебе нужно узнать? Мне показано, что у этого человека сейчас какое-то такое состояние, он ходит как в клетке. И уже длительное время. У кого-то сейчас период, где он дома, находясь именно дома, злоупотребляет алкоголем. Состояние дом, и тут темница. Вот такое, как будто бы он как руки связаны, скованы. Ощущение не очень хорошее. Так, при этом почему-то мне показывают его человек воровство, трио. Ну, может быть, хотел на двух стульях усидеть. Может быть, хотел, ну, в принципе, воровство это когда человек берет что-то и вообще нифига взамен не дает. То есть для него это где-то норма была, быть потребителем. Так, там чуть-чуть взять, там чуть-чуть взять, может и не чуть-чуть, да. Вот какой-то урожай человек стремился взять, вот это для него норма была. Воровство, урожай схватить. Но почему-то, вот как бы, по идее, вот показано, что так он привык действовать, так человек себя вел, это уже длительное время. Опять клетка, как в клетке тут вот находится сейчас. Клетка это может быть из каких-то ограничений, ну, ментальных. Это в принципе могут быть какие-то там ограничения. Сейчас я спрошу, о чем это. Покажите, о чем эта клетка. Вот состояние какое-то. Урожай вроде бы должен был собрать, а оказался в клетке. Смотрите, какой-то он себе тут придумал, ну, путь, ну, в будущее, да, мостик какой-то, дорогу тут строил, планы были грандиозные. Почему-то вам хотят рассказать, передать, необходимо вам узнать. Может быть, вы его до сих пор, этого человека, мужчину, где-то вот воспринимаете вот таким павлином. Ну, одновременно, может быть, думаете, знаете, у человека все хорошо там, все, он на гребне волны, он там цветет и пахнет, эти перья расправил и как-то себя шикарно ощущает. А тут вам какая-то, как будто бы подсказочка, говорят, нет, в его жизни сейчас непростой период, это не знаю, для чего вам это нужно знать. Как будто бы он тут строил свои планы по карте, вот этой мост, планировал, какие-то шажочки предпринимал. Ну, как все мы, да, наше счастливое настоящее будущее. А тут какая-то столкнулся он, ну, форс-мажор, не форс-мажор, какая-то ситуация, и по карте замок скрытая информация. Мне так похоже, что, ну, что он не особо имел возможность влиять на эту какую-то ситуацию, да, то есть элементарно, может быть, какая-то информация всплывает, которая перекрывает ему эту дорогу, и он повлиять на это никак не может. Вот тут что-то такое. При этом это вот именно ситуация, информация, это сообщение какое-то, эти новости, вот они как будто длительное время были закрыты, скрыты. Сейчас у человека тяжелая ноша, он как будто бы тянет эту ношу, бросать уже, он сколько туда вложил сил, энергии,
Ну и на самом деле радости никакой не испытывает. Болезненное состояние. У кого-то болеет человек, у кого-то это может быть при помощи алкоголя, еще каких-то зависимостей, снять стрессы. У кого-то прям может хорошо прикладываться так. Так, тут дальше какая-то темница. Причем тут друзья? Так, друзья, это о чем? Семья, друзья. Вообще, говорит, показывает как-то были друзья, была семья, может быть, ребенок, и как бы, ну, дай бог, чтобы это все и было у него, конечно. Как будто бы, ну, вроде бы жизнь полная чаша, да, и карта солнца, все дороги открывались, и удача какая-то по карте рыба шла, а сейчас как-то как сглазили. Ну, темная полоса какая-то. Ну, у каждого из нас бывает. Просто почему-то вам говорят, вот, покажите ей, что у этого человека вот такое, что-то в его жизни сейчас творится, происходит. Допустим, почему-то тут изначально как подмена каких-то понятий. Вы то ли возлагали надежды на общение с ним, то ли вы видели его, такой по карте мораль. Ну, может быть, влюбились, потому что разбитое сердце по факту. Это разбитые мечты и ожидания. Вы видели его одним, может быть, наделяли его какими-то качествами, которыми он, девочки, не обладает. А он себя показал таким павлином, самовлюбленным каким-то индюком. Ну и вы, у вас как будто бы вот он отчеканился в памяти вот таким вот. Тут вам говорят, что за этим фасадом скрывается человек, у которого сейчас большие проблемы. Тут какую-то тяжелую ношу он несет, он как в клетке, в каких-то ограничениях. Опять-таки, так, у кого-то, не знаю, может быть, так проиграется. Так, ангел, это о чем? Это о вас? Сейчас. О нем. Нет, ему это наказание. Вот прям я хотела спросить. Ангел, это вы? Ангел, это о чем? Это он, ангел, я уже спрашиваю. Ангел тут такой своеобразный. Эта девушка сидит, видите, ну, плачет. Сидит, обхватилась за колени, тут подвешены крылья ее, как вырвали у нее эти крылья. Этот ангел, он летел на крыльях любви. Где-то наивный, доверчивый, эта девочка, это, наверное, наивная, доверчивая. Где-то настолько она поверила в то, что ее любят, скажем так, она любит, и ничего не может помешать, да, любви ее и ее там избранника. Ну вот, тут эти крылья вырвали, в том числе избранник, когда ты постарался, который оказался совсем не тем. Ну, не тот выбор сделала девочка, по-другому не могла. Я спросила, это сразу вас? Да, вы тут были как этот наивный ребенок, где-то доверчивый, где-то может быть без опыта какого-то, вот поэтому и подпустили близко, поэтому и не заметили какой-то лживости, где-то каких-то манипуляций. Показано, что сейчас для этого товарища наказание где-то идет, это вот из-за вот этого даже наказание, это его какое-то состояние, оно где-то даже закономерно идет. Из-за того, что где-то у какой-то девушки, в том числе, может быть, это вы, вот эти крылья любви он и вырвал, где-то вот, ну, обесценил эту любовь. Тут искренняя была любовь, тут женщина пострадала. И это не просто какой-то такой мимолетный роман, там секс какой-то, интрижка. Нет, тут женщина на самом деле искренне полюбила, искренне готова была ради этого мужчины на очень много. Почему-то мне тут идет еще информация, какая-то встреча, рассорка. Могли приложить руку еще третьи лица, да, рассорка это все-таки карта больше магическая. Опять-таки, может быть, если не свободен, тут тоже я не особо люблю эти темы, магическое воздействие. Ну, в данном контексте могли вплоть до того, что на него повлиять, сказать там, если он там, даже говорю, не свободен, могли сказать, выбирай, да, или ультиматум поставить, или же, ну, почему-то тут какое-то неравенство. Ну, девочки, если тут мужчина отказался в вашем представлении от вас, от любви вашей отказался, вот, и вы оказались в таком плачевном состоянии с этими крыльями вырванными. Тут изначально какое-то было вот неравенство в чем. Первое, это мужчина на эти отношения смотрел
под одним углом, видел их одними, перспективы построения этих отношений у него были в голове одни, у вас совершенно иные. И потом неравенство может быть, если на одной чаше весов для этого мужчины там дом, семья, стабильность, уже какой-то быт налаженный, уже его зона комфорта и классные чувства тут. Но я не вижу тут даже с его стороны особо каких-то тут характеристик, как бы он к вам относился. Но встреча, тут обнимаются мужчина, женщина. Может, это влюбленность, может, это сексуальное влечение. Почему-то говорят, что как будто изначально, может, эти отношения, он и не планировал их переводить на какой-то уровень, а вы, может, поверили в то, что все может быть, да. Может, он давал двойственные какие-то, знаете, такие сигналы, как-то себя так вел и вашими, нашими, и давал вам надежду, да, может, как-то так, опять-таки, может, мне по вот этим картам так очень похоже. Он мог как-то себя так вести, где-то так провокационно даже, где-то, я же повторюсь, вселять в вас уверенность, что все может быть, и у вас может быть там какой-то, не знаю, семья, не семья, но отношения серьезные, к чему-то может это все привести. Вампир, император. Интересно сейчас. Что вам нужно еще знать, девочки? Знать, что там, где он находится, он император, он несет ответственность за кого-то, за что-то. Сейчас, в каком-то доме, там, где он находится, сейчас, кто вампир? Он вампир. Семья его, он вампир. Окружение его вампира. Да, девочки, там, он. О чем это? Тут ему говорят, это ему как по заслугам, потому что мужчина где-то добирал по карте Эрос, где-то яркой жизни, скажем так, сексуальное разнообразие ему. Вот ему хотелось на стороне добрать. Почему я это говорю? Потому что карта воровство. Это взять где-то под покровом ночи, где-то что-то, чтобы не узнала семья, супруга. Кого-то так может проиграться. Может, даже если... тут много карт, говорящих о том, что человек не свободен, может быть. Или у него как минимум 2 женщины. Тут вампир в данном контексте, просто почему говорят, что у него такое состояние, потому что сейчас с него кровушку пьет его семья. Вот как хотите, так и понимаете. Опять-таки, огромное значение сейчас, как будто влияние имеет в семье кто-то, вот женщина, может, какая-то, может, имеет какие-то рычаги управления, может быть, в руках у нее, да, вот сейчас, вот как-то, он бы хотел быть этим императором, он хотел бы, чтобы женщина там где-то была на задних ролях каких-то, может быть, чувствовать себя таким каким-то, он хотел быть, как император, да, властным, тираничным, деспотичным где-то, как сказал, что все так кинулись выполнять. А тут почему-то такая ситуация совершенно другая. Как будто бы сейчас он в проигрышной какой-то позиции. Вот сейчас вампиры, сейчас у него энергию эту забирают, сейчас вот это в клетку его как сажают. Где-то он алкоголем пытается забыться. Что это тут такое творится с ним? Так, радость это чем? Что вы хотят сказать? Да, Господи, радость. Ой. Ой, девочки, так интересно они говорят. Я спрашиваю, тут карта радость, вот танец жизни, радость. Я спрашиваю, что хотят сказать этой картой, что хотят вам передать, что тебе необходимо узнать. Говорят, время пройдет, и как будто бы передайте ей, не нужно вам цепляться и даже лишний раз вспоминать этого мужчину. Карта жадность в данном контексте. Как будто бы не нужно. На самом деле этот мужчина, как идет наказание тебе, но это не в том плане, что вам наказание, а в том плане, что жадность это нежелание от него отказываться, но тем самым, если вы будете вот так где-то вспоминать, где-то как цепляться за эти воспоминания, за какие-то шансы, что с этим мужчиной, может быть, бы могло что-то и получиться,
Вы самостоятельно себя делаете жертву. Видите, тут марионетка. Женщина, которая руки связаны и дергает кто-то за эти ниточки, ей управляют, волю ее подавляют. Вот эту ценность какую-то свою вы стираете. Ну, тут говорят, жадность. Ты цепляешься за мнимые какие-то, вообще непонятные отношения. Это на самом деле вообще не ценность. Но истинная ценность — это ты. Вот тут такое, как будто бы осознаешь, что не этот мужчина для тебя является ценностью, а ты для себя в первую очередь являешься этой ценностью. Вот такое, вот говорят сейчас, ну посмотри, не нужно тебе опять как будто бы на фокус внимания на этого мужчину. Ты можешь быть счастливой и без него. Вот тут ваша карта и карта танец жизни. Вот тут аккуратно, потому что ты можешь своими руками опять себе сделать боль на своей голове, да? Наказание. То есть даже вам предлагают, время пройдет, но ни в коем случае не нужно возвращение каких-то с этих сценариев. И так все ясно и понятно, не нужно цепляться за это. То есть вы можете быть счастливы без привязки к этому мужчине. Я проговорила, то есть вы можете быть счастливы без привязки к этому мужчине. Не то слово счастливой. По карте лестница вверх — это реализация ваших самых грандиозных мечт и проектов. И вообще, девочки, правда, все возможно, все в ваших руках. Просто не нужно энергию направлять вообще куда-то каким-то людям, которые это не оценят никогда и будут только использовать ее где-то даже во вред вам. Все, мой хороший. Надеюсь, там было интересно, полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч.